Говоримо сьогодні з Валерієм Куром, засновником управління по боротьбі з організованою злочинністю. Людина, яка знає десятки інсайдів. Валерій Степанович, я вас радий вітати. Добрий ранок. Пропоную обговорити з вами ситуацію на Курщині та що відбувається зараз на Росії. Бо знаю, вам є що сказати, але перед тим, як ми з вами почнемо, ми тут традиційно звертаємося до нашої з вами аудиторії. Просимо просто зараз поставити цьому відео лайк. Наперед, якщо не сподобається, в кінці забирайте. Також напишіть прямо зараз коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна. Ми все бачимо, все читаємо. І підпишіться на цей ютуб-канал, тому що так, ті меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей, а це в період інформаційної війни точно важливо. От хочу почути вашу аналітику стосовно цих подій. На вашу думку, що зараз там відбувається, ваші версії, та от основне, як ці події будуть розгортатися і далі? Я отношусь к этому явлению очень спокойно. Вы просили войны, уважаемые, неуважаемые русские, вместе с Путиным. Вы ее получили. Вы просили буферную зону, мы ее делаем. Наши доблестные мальчики и девочки сегодня знают, как это делать. Но, что самое интересное, моя точка зрения, мое личное отношение, я хочу предупредить всех, что все, о чем я буду говорить, это моя особистая точка зрения. То есть мое личное мнение, оно ни с чем не связано, никакими коммерческими интересами, ни державными. Я хочу говорить от себя. Так вот, я считаю, что сегодня в России, в отличие от тех так называемых либералов, которые больше говорят и подыгрывают Путину, а вот давайте остановим войну, и вы наверняка знаете, о ком я речь веду, и мы наверняка о них еще поговорим. Вот эти юноши, ребята, мужчины взялись за оружие, чтобы отстаивать свою свободу. И я думаю, что это они возвращают себе назад то, что принадлежит народу, а не путинской верхушке, в том числе так называемым военным. Я не думаю, что это вот у нас прям такой интерес зайти вглубь России. Это нормальная тактическая система не только сдерживания врага, а нам сегодня очень тяжело и трудно, потому что он бросает мясо по всем фронтам. Но это еще определенная хитрость стратегического, далекого мышления на сегодняшний момент. Вот нам на сегодняшний момент руководство нашей армии, нашего государства, при помощи наших друзей, которые помогают нам, очень хорошо помогают разведданными, нам удается не только оттянуть врага, но вместе с тем и проверить, а кто же у тебя там в реальности защищает границы? Как же ты начинал войну, Путин, если у тебя здесь дырка? Ты создаешь проблемы нам, мирным жителям. Поэтому нам очень удобно, что определенные силы в российском суспільстве, в сообществе взяли оружие в руках и помогают нам создать эту буферную зону, защитить сегодня северные регионы нашей Украины. Вы помните, что у нас было, что не день, то обязательно летят эти хашки, летят эти бомбардировщики, поднимаясь где-то очень далеко, и начинается бомбежка вот этими тупыми, очень тупыми, но наносит ущерб гражданскому населению. Поэтому давайте так, отнесемся к этому как к нормальному течению. Не надо особых восторгов. Мы наносим врагу удар там, где считаем нужным. Сегодня все абсолютно, кто начал войну, являются законными целями. И если он даже наносит нам удар с территории Курской независимой республики, вы видели, вот там юмор уже, вместо знака Курск уже стоит наш знак с украинскими символами. То есть это, конечно, посмешище над Путиным, над его великой армией, второй армией мира, но вместе с тем это хороший тактический задел. Мы показываем, войну можем вести мы, а не ты.
Ты ее перестал вести уже летом 1922 года. Вот там наша армия надломила тебе хребет. И теперь наши друзья, коллеги, товарищи по оружию, я имею в виду западных стран, нам помогают в большей степени информационно. Да, молодцы, что поставляют нам оружие, а мы начинаем, как действительно реальная, сильнейшая армия в Европе, показывать, что мы действительно сильнейшие. Но с учетом, в первую очередь, сбережения своих собственных сил. Поэтому давайте предположим, вот это круглое чучело Герасимов докладывал Путину, но ведь вы и мы все видим, и я думаю, что россияне понимают, что это блеф, что мы остановили прорыв и добиваем до конца. Но мы же понимаем, что это блеф. Отлично, значит, они нас боятся, значит, они продолжают обманывать. Но я не думаю, что Путин в истерике. У Путина, как у существа очень низменного, он этакий синтетический продукт. Он, вы знаете, чем-то напоминает мне Смего. Он не может реально нам высказать своих эмоций, своих чувств. Он всю жизнь лгал, брехал. Поэтому сейчас он не может быть в истерике. И даже более того скажу, даже когда мы освободим Крым, поверьте, не будет никакой истерики. Не закончится его желание быть агрессором и гадить не только нам, но и Европе. Это существо очень прагматичное. Это существо без идей, без идеологии, без каких-то политических взглядов. Оно не религиозно. У него сумеш каких-то мистических представлений, особенно сейчас, как у Гитлера под окончание войны. Поэтому я думаю, из этого большое шоу нельзя строить. Это тяжелый труд наших и также наших друзей. И я думаю, что это не цель, не самоцель захват. И надо предполагать, что мы таким образом сохраним жизни нашим многим солдатам, воинам. Затем мы проверим, как работает их граница. Это очень хорошие возможности путем тактического маленького наступления проверить кое-какие наши, я имею в виду данные нашей разведки. И затем обязательно, предполагаю, можно оставить эту территорию, сделав ее буферной зоной. Почему? Потому что какая эвакуация, о которой говорят власти? Народ бежал, просто бежал, потому что нет защиты от его величества президента Великой России. Поэтому давайте вот здесь сделаем маленькую паузу по этому вопросу и вернемся через несколько дней. Я думаю, ничего необыкновенного не будет. И надо ожидать, что с точки зрения безопасности лучше оставить там кое-что на память и отойти. Но если сами русские, которые освобождают, примут решение сделать ее независимой народной республикой Курской, то мы не будем против. Я думаю, и Запад, проглотит это с напряжением, но без каких-то эмоций. Почему? Это решение самого российского народа, который с оружием в руках освобождает себя. Давайте далі вопроси. Валерій Степанович, цікава аналітика, яка точно вартує окремого лайку від наших глядачів. Також напишіть прямо зараз в коментарях свою думку щодо тих подій, які зараз відбуваються на Росії. І от стосовно Путіна пропоную більш детально про нього поговорити. Очільник ГУРМУ Буданов сказав, щоб повторити заклад Росії, треба лідер на місці, один з них перебуває в Україні. От за вашою інформацією, в оточенні Путіна є люди, які зараз готові організувати заколот? Вы знаете, я опять заглядываю в историю. Для того, чтобы лучше оценивать ситуацию сегодня, надо посмотреть на прошлое. Как сказал один из наших политиков, так це ж було. Вот примерно так надо относиться к сегодняшнему времени. И особенно глядящий на Путина. В окружении Путина практически люди те на голову выше его. Выше
не с точки зрения физической, а с точки зрения интеллектуальной, образовательной. И его задача обязательно их опустить, принизить. И я вижу, сколько он прикладывает усилия для того, чтобы на каждого была заведена комната. На каждого. Но давайте представим себе, я уже сказал вам, на протяжении почти 90 так, это уже почти 30 лет. На протяжении почти 30 лет и у него были наставники. 90% из них — это люди еврейской национальности. А это в достаточной степени, скажу вам, где бы они ни были, или в преступной среде, или где угодно, в технической, они всегда стараются быть самыми лучшими. И вот представьте, по образу того, что случилось с Николаем II и с его династией, он так знущался над еврейским народом, что молодежь рванула в эсеры, в убийцы. Правда, они потом сами расплатились, когда пришел некий чисто русский человек Иосиф Виссарионович, и он их всех отправил на тот свет. Так вот, к сожалению, и здесь Путин рассчитывает, что он их отправит. И вы знаете, среди них очень много людей, которые становятся уже неудовлетворены. Вот давайте. Ионович, Лейзер, у святцов на том свете. Путин проводил его на тот свет, когда он вернулся после второй ходки, после второй десятки, в общей сложности 20, кажется, в 92 году Путин уже был в Питере достаточно известной личностью, уже был в команде. Вы знаете, он поблагодарил своего командира, наставника, но он его приложил усилия, чтобы его не стало. И у святцов погибает в одной из перестрелок. А Путин уже имел влияние на все группировки на тот момент. В 1994 году Путин отдает ему должное и ставит ему за собственные деньги памятник. А теперь подумайте, если памятник ставил Путин за его деньги, более того, оставил его семье большие средства, кто мог написать на этом памятнике какую-нибудь эпитафию? Я вам дам как-то почитать эту эпитафию, и вы увидите, кто такой Путин. Это человек без принципов. Так вот, Собчак, наставник, Нарусова, вы думаете, они не знают, и Ксюша, что папу убил, отправил на тот свет Путин? Они играются с ним. Они не простые, как Путин, деревянный. Дальше. Ковальчук. Это вот тот, который с 90-х годов, настоящий сталинец, элитный, НКВДшные родители еще с тех времен. Он элитный. И он дозволил Путину, это он его настраивал, не Дугин. Он от Дугина хватал, Путин, то, что ему надо было. А вы думаете, Ковальчук заинтересован? Он с таким трудом стал миллиардером, будучи каким-то научно-техническим работником в институте, и вдруг богатейший человек. А как вы думаете, Израиль, там, Сруль Соломонович, это Сережа Кириченко, друг Немцова, который приехал, он что, такой тупой? А нет, в нем еще много родословной от его родителей осталось. Он играет с Путиным. Далее смотрим. А Чубайс, один из наставников. Вы думаете, что он просто так исчез живым? Нет, я думаю, они играются, продолжают. И вот здесь Путину кажется, что за счет своего окружения телохранителей вот таких красиковых он выживет. Он улетит в бункер, он еще что-то сделает. Я думаю, возле него, благодаря в том числе и Западу, вы знаете, не 1 миллиардик уже пошел в торг. Уже сегодня созданы прецеденти. І я розполагаю інформацією, що в скорому времени... У нас буквально кілька хвилин залишається до кінця нашого ефіру. Я соглашусь с Будановым. Он не все говорит. Я сегодня всего лишь просто аналитик. Я думаю, так оно и есть. У Путина очень нехорошая ситуация.
может быть и за. Валерій Степанович, я вам дякую за цю змістовну розмову, дякую за ваші відповіді, за вашу неймовірно цікаву розмову. Как бои в Курской области влияют на взлет цен на газ? Что происходит с юаневым голодом в Российской Федерации не только, да и с кадровым, да и с остальным, и с мясным, и с пищевым. Об этих проблемах и не только будем говорить прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут, Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук и профессор. Игорь Владимирович, приветствуем в нашем эфире, искренне рады видеть. Добрый день, здравствуйте. В «Газпроме» заявили, что события в районе Суджи, область пока что Курская, привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, а также задались вопросом, кому это выгодно. Мы, конечно, тут не с политологической точки зрения, а с экономической. А где уже они ищут выгодополучателей «Газпром», как вы полагаете, и какое действительно прямое влияние на цены на природный газ и на СПГ имеет место события в Курской области? Ну, это не очень сильно. Все-таки как бы уже объем поставок по этому трубопроводу не очень большой. Поэтому скорее мы наблюдаем некую такую, как вам сказать, спекулятивную игру. Она всегда происходит, рынки состоят из спекуляций. Это очевидная история. Это игра на всегда ожиданиях, на опасениях, на мелких колебаниях. Это всегда нормально. Это часть рыночной экономики, по-другому быть не может. Поэтому возникла ситуация сокращения поставок в ряд стран Европы. Значит, тут же была сыграна игра на повышение цены газа. Через некое время это успокоится. Ну, сильно так это не может повлиять, потому что поставщиков газа в Европу довольно много. И США поставляют, и Катар поставляет. В этом смысле, что называется, заменить ту небольшую массу газа, которая не будет поставлена в Европу, довольно быстро можно будет. И это, в общем, не есть большая проблема. Ну, так спекулятивно кто-то на этом заработает, потому что на какое-то время цена прыгнет, и можно будет получить больше денег. Вот и все. Но все же объясняют, в частности, специалисты Берлинского центра по изучению России и Евразии фонда Карнеги Сергей Вакуленко, что фактически газовая станция Суджа – это такая газовая таможня. Через нее проходит единственный работающий поныне маршрут, по которому идет весь трубопроводный газ, поступающий из России в Европу. Но я так понимаю, что не весь, да, и я тоже читала, что оно уже наполнено. Просто посмотрите, он же уже... Этот газ идет в очень ограниченное число стран, да, это практически Венгрия, это Словакия, это Австрия, которая уже заявила, кстати, что к 2027 году они полностью откажутся от российского газа. Но это как бы такой еще кусочек, который есть, я уже сказал, что это часть рынка, она существует, но она уже не доминирующая, она уже не основная. Но, конечно, какой-то частью она баланса покрывает, и понятно, что какая-то вот эта ситуация с неожиданным сокращением поставок, она вызывает краткосрочное повышение цен, которое потом довольно быстро рассосется. Да, конечно. А к слову, Венгрия и Словакия, наблюдая в частности за событиями вокруг газовой станции Суджа, не только, это может как-то повлиять на их мотивацию отказаться от российского газа или нет? И что вообще, какие факторы могут изменить это? Ну, им, конечно, хотелось бы получать более дешевое сырье. Любая страна играет в свою пользу и думает только о своей выгоде. Конечно, и для Венгрии, для Словакии, и, в общем, для Австрии возможность получать более дешевый газ, конечно, есть некая такая приятная опция. Но понятно, что они уже начали перестраиваться. Думаю, что Венгрия все-таки побыстрее, чем... Австрия побыстрее, чем Венгрия. Но им придется перестроиться. Может быть, с ворчанием, может быть, с озлоблением. Но придется. Конечно, они будут тоже сердиться на Украину. Возможно, будут какие-то попытки сократить поставки электроэнергии. Но, насколько я так посмотрел, у вас это не доминирующий поставщик. Так что, в общем, страшной беды не будет. А вот то, что, конечно, отрезают Россию окончательно от европейского рынка, но это как бы такое, знаете, символическое завершение процесса. И процесс завершается, и его уже обратно развернуть нельзя. Последние дни я все время говорю об очень интересном материале, который вышел в России. Это доклад Института энергетической стратегии, энергетических исследований Академии наук, который посвящен этот доклад будущему энергетического комплекса России. И там, в общем, довольно жесткий вывод о том, что уже больше никогда в своей истории Россия к тем доходам, которые она имела от экспорта нефти и газа, не вернется. Все, что называется, лучшие ее дни ушли, лучшие ее золотые деньки прошли, золотые реки, которые к ней притекали, больше в таком объеме притекать не будут никогда. Да, да и вообще мы узнали на днях, что газовый монополист «Газпром» продолжает терять деньги. За первые только лишь 6 месяцев этого года потерял 5,5 миллиардов долларов, 486 миллиардов рублей. Насколько это тоже показательные цифры и темпы?
Это серьезная тема, потому что на самом деле «Газпром» уже по прошлому году имел убыток 680 миллиардов рублей у него был. В этом году ему предсказывали убыток в 1 триллион рублей, судя по всему, так и будет. Потому что мы с вами обсуждаем цифры только за первое полугодие, а еще впереди отчет за второе полугодие. Ну, в общем, картина достаточно тяжелая. Практически «Газпром» стал убыточной организацией. И уже впору обсуждать тему, что надо датировать «Газпром», чтобы он, в общем, мог дальше жить, потому что если он убыточный, то он проедает свой капитал. Это не бесконечный процесс, и дальше он должен прекратить работу, потому что не будет финансирования деятельности. А это, как вы понимаете, для России катастрофа, в том числе просто обычная бытовая катастрофа. Поэтому, конечно, государству придется, наряду с расходами на войну, находить деньги на финансирование убытков «Газпрома». Не «Газпром» кормит государство, а государство из каких-то доходов, которые оно непонятно откуда берет, видимо, пока еще с нефти, будет пытаться погасить убытки «Газпрома». Это совершенно безумная история, потому что Россия, ну, что называется, подорвала всю экономику свою, всю основу доходов своей экономики, всю основу доходов бюджета. И это вот та беда, которая, ну, в общем, очевидна была, мы, экономисты, об этом говорили. Значит, многие в России над нами смеялись, говорили, вы все время какие-то страшилки рассказываете, все нормально в России, ничего плохого не будет. Вот мы видим теперь, что вот ведущие компании, которые давали огромные доходы в государственный бюджет, становятся убыточными, просят, наоборот, субсидии. И практически мы видим, что и экономический рост в России остановился. Ну, в общем, все, что называется, все запасы мощности, все запасы устойчивости экономики, они вот уже в этом 3-м году войны проедаются полностью. А по каким же сусекам теперь надо будет пошкребти, чтобы восполнить вот эти теряющиеся доходы? Или уже никакие не помогут? Жесткий вопрос. Сусек-то мало осталось, Ирина. Практически был фонд национального благосостояния, его уже практически весь съели. Да. Там осталось где-то, ну, видимо, к концу года будет уже меньше 4 триллионов, может быть, ближе к 3 триллионам. Это, в общем, копейки по нынешней жизни российской экономики. Значит, деньги у регионов отбирают, а при этом регионы еще заставляют больше платить за призыв на войну. А регионы и так убыточные, у нас 60 с лишним регионов из 80 с лишним они убыточные, живут на деньги с федерального бюджета, которые им подбрасывают на бедность. Так что тут особенно не разгуляешься. И, в общем, получается, что надо отбирать у собственных граждан, собственного бизнеса. Поэтому, если вы знаете, в России утвердили налоговую реформу уже, и с будущего года она вступит в силу, это значит, начнут отнимать больше прибыли у бизнеса, и, соответственно, с 2026 года начнут больше отнимать денег у населения. Значит, резко повышаются пошлины на импортные товары, чтобы люди из своих, значит, доходов текущих платили более высокие цены за импортные товары. Сейчас, по-моему, на 26 позиций товарных групп подняли пошлины довольно существенно. На 56 я у вас считала. И что импортный товар, писали вы, Игорь Владимирович, не предмет потребления, а роскошь. Надо запоминать. 56 групп товаров. Так, россияне к этому от этого ситуации отвыкли. Так было в СССР. Импорт – это роскошь, а отечественный товар – это нормальная обычная корзинка. А теперь импорт становится действительно роскошью, он очень дорогой. Посмотрите, как изменили цены на автомобили. Даже китайские автомобили резко подорожали, стали неподъемно дорогими. Да? Вот то же самое происходит на остальных рынках. Вино, косметика, все, что хотите. Я уж не говорю про лекарства, это вообще страшная тема, ее даже обсуждать жутко. Потому что за ней жизнь и инвалидность людей. Ну, в общем, вот это происходит. Ну и дальше, если этих денег не хватит, ну, останется последний резерв. Это, значит, повышение, так сказать, масштабов эмиссии денег. То есть выпуск огромного количества ничем не обеспеченных, не покрытых, бессмысленных денег. То есть это моментальный рост темпов инфляции до двухзначных, а может быть трехзначных величин. Это тоже стало обсуждаться в кругу российских экономистов, что мы можем доиграться до трехзначной инфляции. Ну и, соответственно, последний резерв – это отнять сбережения населения. Вот это тоже уже происходит. Частично это уже процесс пошел. Население уже уговорили, оно по глупости своей поддалось. Начало переводить деньги, значит, так называемое добровольное дополнительное пенсионное страхование, а эти деньги поступают не в государственные пенсионные фонды, а те на эти деньги покупают облигации Минфина и отдают деньги на войну. То есть были у тебя деньги в банке, как бы ты мог надеяться, что у тебя банк более-менее устойчивый, и эти деньги вернешь. А сейчас ты отдал НПФу, НПФ отдал государству, и в данном случае уже гарантии значительно слабее. Хотя НПФ тоже вроде гарантируется государством, но мы же помним, 98 год, государство сказало: извини, дорогой, все,
я свои обязательства отменяю и гуляй как хочешь. Мы помним, как рухнула масса банков тогда, в 98 году, и россияне потеряли огромные суммы на этом банковском кризисе. Вот примерно туда сейчас Россия пойдет. Да, вот так обманываться себе в ущерб, ну, в принципе, уже свойственно россиянам, удивляться мало чему есть. Говоря о повышении пошлин на импортные товары, мы понимаем, что на 35% вырастает пошлина даже на пены для бритья, кремы, шампуни, зубные пасты. А что делать обычному потребителю? Идти запасаться содой, можно почистить, да, зубы, наверное, и, в принципе, ну и помыться можно в речной воде. Или как, где находить теперь на это деньги? Они будут валяться на полках или даже будет просто их уменьшение на полках в российских магазинах из-за несостоятельности и возможности покупать российским покупателям эти товары, которые повысятся в цене? Но они будут пытаться перейти на отечественные, более дешевые. Какое там качество обсуждать не будем. В конце концов, да ладно, зубы можно чистить содой и йодом. Такой старинный механизм. Точно. Кто не знает, то всегда очень хорошо комбинировать. То сначала йодом помажь зубы, потом содой взял на щеточку и почистил. Очень даже славный вариант. Ну, что называется, за неимение гербовой будут писать на простой, будут снижать качество. Я об этом говорю уже 1,5 года, что Россия, она не рухнет моментально, она будет неуклонно ухудшать качество жизни своего населения. Люди будут беднеть и будут двигаться к модели жизни, ну, такой бедной страны, как Иран. Напоминаю, что Иран формально по запасам нефти и газа одна из богатейших, одаренных этими ресурсами стран мира, но находящихся 40 лет под санкциями, превратившихся в нищую, ну, страну третьего мира, слабенькую, потерявшую всю культуру, всю цивилизацию, там все это было, все потеряно, оттуда бегут молодые, уезжает масса, потому что нет никаких перспектив. Но у россиян ждет та же самая история. Но, знаете, в России нашли еще один метод, как улучшить все сегодня и сделать так, чтобы все пошло по плану. У операторов связи потребовали данные для полной блокировки Ютуба. В России начали подготовку еще и блокировки WhatsApp. Это только за сегодня новости. Остальные повторять мы не будем. Кто смотрит нас, считает вас, также за все это знает, в курсе дела. Ну, замедление на 70%, а потом на 170%, по всей видимости, Ютуба происходит в Российской Федерации. Я имела на этой неделе разговор с Михаилом Климаревым, главой сообщества защиты интернета, российским оппозиционным IT-специалистами, не только, который в частности работает и над тем, чтобы санкционные товары от частных фирм не попадали в Российскую Федерацию, которые помогли, кстати, замедлять сейчас специально технически этот доступ к Ютубу у россиян, и он говорит, что около 23 миллионов долларов будет терять Россия по части экономики и работы того, что связано с Ютубом в день, если все-таки пойдут на эту полную блокировку. А насколько действительно будут убытки нестись, и какие сферы деятельности экономики в первую очередь пострадают? Ну, смотрите, даже это нельзя так сразу оценить, потому что, смотрите, мы не очень понимаем все последствия. Очень же была смешная история. Они начали замедлять YouTube, у них и Рутуб упал. Да. Ну, там смешная история. Там. Вот это к вопросу о квалификации и выдающихся способностях российских технических специалистов, работающих на государство. Поэтому последствия будут многообразные. Мы уже видали всякого рода попытки блокировать, замедлять, после чего падали государственные сервисы, переставали работать какие-то сети, которые были созданы компаниями. Очень же переплетено все. Я не такой крутой специалист по этим вопросам, но я знаю, что очень многие вещи переплетаются, пересылаются через одних и тех же провайдеров, через одни же те же серверные центры, и поэтому, когда начинается какая-то блокировка, то совершенно неожиданно кто падает. Сколько же было историй, когда начинали бороться с Ютубом, и падал, скажем, весь оборот информации между банками российскими. Поэтому понять, где чего вылезет, это еще только время покажет. Но понятно, что, конечно, россиян загоняют, ну, в общем, в средневековье, их лишают доступа к информации. Я на это смотрю с огорчением. Я вон с 1 сентября начинаю на Ютубе выкладывать большой учебный курс по маркетингу, но, видимо, его будут слушать больше граждане Украины, они вот сейчас у меня больше, чаще учатся на моих личных курсах, чем россияне. Россияне будут жить, ну, в темноте, им уже запретили пользоваться моим учебником, теперь будут недоступны мои лекции. Ну, совсем страна погружается в какое-то средневековье, уходит в архаику, и уже оттуда не выйдет, скорее всего. Но все-таки вам пишут, знаю, и вопросы задают, и жители России, и предприниматели оттуда, по всей видимости, оппозиционные, наверное, тоже настроенные. Этот тренд сохраняется еще? Все-таки есть там светлые звенья?
Ну, пишут люди, они все время мне рассказывают страшилки. Я же говорю, что вот я стал как некий Герцен современности. Я, конечно, не сравниваю себя с классиком, но народ пишет, потому что хочет, чтобы я что-то рассказал, что-то поведал. Но в отличие мое от Герцена, знаете, очень принципиально. Когда Герцен публиковал очередной номер «Колокола», то его первым читал император. Вот предположить, что мои лекции, мои обзоры смотрит Путин, я никак не могу. Так что в этом смысле качество государственного управления в России, знаете, оно сильно изменилось не в лучшую сторону. Но народ пишет, присылает все время какие-то такие мелкие факты о том, как в том или ином городе разваливается жизнь, как разрушается та или иная сфера. И это, в общем, читать действительно страшновато. Потому что, ну, вроде как бы это мелкие кусочки, но когда их много, и они происходят одновременно, то ты видишь за этим картину, в общем, такого очень сильного снижение качества жизни. И особенно в регионах. Там в Москве-то деньги есть, и Москва сейчас смотрится как такой лоснящийся город. В нем ни пожаров, на него дроны не падают, все вроде красиво, да? А по регионам народ уже, конечно, очень так ощущает, что жизнь стала тяжелее. Пенсионеры начинают писать и говорить, что вот как же выжить-то, пенсия там 13-15 тысяч рублей в месяц, а коммуналку подняли, значит, да лекарства подорожали, значит, продовольствие становится все дороже, не подступишься, и ни себе, ни коту уже ничего купить нельзя, как же мы с котом-то выживем? Ну, и читаешь, жалко людей, конечно, на старости-то лет попасть в такую беду уже безнадежность полная. А какие еще темы, вот так, скажем так, болят сейчас в касательно экономики россиянам? Есть тема, которая вот меня тревожит, она не видна большинству россиян, ее видят специалисты, и мы как бы по этому поводу начинаем так нервно дергаться, потому что возникла такая ситуация, я попытаюсь объяснить, но государство для того, чтобы закрыть дыру в бюджете, оно пытается одалживать деньги у банков, да, то есть продает облигации федерального займа, но банки боятся уже очень так много давать государству и говорят, давай тогда большой доход, чтобы мы могли тебе дать деньги. Значит, Минфин вынужден на это идти. И вот я попытаюсь объяснить, значит, доходность по облигациям, то есть то, что государство должно заплатить в виде процентов за одолженные деньги, достигло примерно 16% годовых. Ну, вроде как бы и не страшно. Но дело в том, что рентабельность российского бизнеса, значит, по прибыли, это 13,5%. Значит, если ты можешь купить облигацию за 16% доходностью, а вложиться в свой бизнес 13,5%, то ты не будь дураком, не вкладываешься в свой бизнес, ты его по мере возможности сворачиваешь, вытаскиваешь из него все деньги, перекладываешь в облигации, ложишься на диван, плюешь в потолок, смотришь телевидение и ничего не делаешь. Людей увольняешь, компанию закрываешь, а деньги текут от Минфина. И это, знаете что? Это 97-98 год, когда была та же самая картина по ГКО, и кончился это в России дефолтом 98 года. А опять же была ситуация, когда государство стало конкурировать с экономикой за деньги, предлагало настолько большую доходность, что надо было быть дураком, вкладываться в бизнес, когда можно было легче, проще заработать на государственных облигациях. Вот в России сейчас начинается та же самая история. Опять государство становится более успешным конкурентом инвестиций в государственную, то есть во всю хозяйственную деятельность, и опять становится выгоднее покупать облигации, а не развивать бизнес, не содержать работников, не производить продукцию, там риски, а тут лежишь на диване и смотришь, как денежки тикают, и капают, и растают. Вот это беда, это разрушение экономики очень опасно. Государство разрушает хозяйство ради того, чтобы покрыть деньгами за расходы на военные цели. Вот это то, что сегодня меня очень пугает в России. А вот это явление, как долго оно должно набирать обороты и ставать тенденционным, чтобы дефолт приближался? Ну, смотрите, там не так все просто. Уже, значит, вот если взять утвержденный проект бюджета России на 3 года, 24, 25, 26, в России бюджет утверждается так скользящим на 3 года, то уже в 26 году при прежней стоимости заимствований, при более дешевых облигациях, в 26 году на покрытие вот государственного долга должно было уходить уже около 10% расходов бюджета. И это уже значит, что уже ситуация в России начинает приближаться к ситуации, к положению, когда государство будет больше отдавать за обслуживание государственного долга, чем привлекать денег. То есть это уже возникает, ну, как бы ситуация пирамиды. Она еще не полностью пирамида, потому что приходят какие-то деньги за нефть. Но если поверх этой ситуации наложится падение цены нефти, а с другой стороны растут расходы по выполнению обязательств по деньгам, которые ты раньше взял, то вот тут как раз может быть очень неприятная история. А что может упасть цена нефти, об этом сегодня не пишет, но только ленивый аналитик с этого рынка, потому что там все не очень хорошо для России на этом рынке.
А насколько сильно может упасть и в какой перспективе цена на нефть? Самый страшный, значит, прогноз по цене рынка нефти, который мне попадался в последний месяц, это прогноз, так называемый пессимистический вариант прогноза Международного энергетического агентства. Значит, они ожидают, что в худшем варианте цена может опуститься до $55 за баррель нефти Brent. А нефть Brent, как вы помните, она подороже, чем Urals. Да. Значит, соответственно, это будет означать, что Urals будет где-то 50, а значит, все расходы бюджета, они сверстаны, исходя из доходов, формирующихся при цене Urals где-то не ниже 70. Значит, если даже цена для Urals опустится к 60, то уже возникнет дыра, которую покрыть ничем нельзя, и тогда придется отнимать деньги у населения. Ну что ж вы, поддерживаете войну, поддерживайте президента, отдавайте деньги. Да, за все в этой жизни приходится платить. Мы всегда это говорим, и все по кругу. Вот туда и возвращается, что залезут в последние карманы рваные трусишки, и не только лишь. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное за этот разговор, всегда отрезвляющий, реалистический и с фактами и аргументами, как говорится. Благодарю вас, до новых встреч, всегда рада с вами пообщаться. Спасибо. Всего доброго, счастливо. До свидания. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук, профессор. Зовут меня Ирина Узлова.